Привет! Сегодня у нас на обзоре смарт-часы, которые вам наверняка еще не совсем знакомы. Хочу вас познакомить с новинкой от 70 May, а по сути это компания Xiaomi, Maimo Watch. Maimo теперь будет уже выпускать наверняка не одну серию смарт-часов, и сегодняшняя модель поможет нам понять, куда держит курс. Наверняка компания 70 May, изучив рынок, заметила, что чего-то не хватает среди похожих смарт-часов. Чего? Сегодня мы в этом разберемся. Давайте будем знакомиться. Приходит данная модель вот в такой вот черной упаковке. Это у нас нестандартная версия. То есть в комплекте идет дополнительно ремешок оранжевого цвета. Конечно же, это влияет и на цену. Например, обычная версия на сегодняшний день, на момент обзора, стоит $42. Это розовая окантовка и белый ремешок. Также можно приобрести вместе с зеленым ремешком. Вот так выглядит эта моделька. Вот. Но есть обычная версия черная, а есть черная, и в комплекте идет оранжевый ремешок. Именно такая версия и у нас. Кстати, цена с 6 по 9 сентября будет стартовая $39,99, и специально для наших зрителей мы даем специальный купон. Если учесть, что данная версия с дополнительным ремешком в комплекте на распродажу будет стоить $42,99, то купон, который вы сейчас видите на экране, и сейчас я вам покажу, как он действует, дает скидку на $5. Это отличная скидка. Я думаю, если вы, посмотрев обзор, захотите приобрести себе эти смарт-часы, то тогда ссылка есть в описании, и описание, и сам код для того, чтобы можно было его применить. Выбираем раздел «Ввести код», вставляем этот код и нажимаем «Применить». После того, как применена цена, видите, $5 купон. Но это к сумме 46,22. А будет $42,99. Поэтому я рекомендую использовать именно этот промокод. Обязательно вернись, если ты решил купить, и напиши комментарий, что купил, а если получил или уже будешь владельцем, также не поленись и оставь комментарий. Упаковка с хорошей полиграфией, есть тиснение, будто бы здесь смарт-часы, надпись Maimo и указано Maimo Watch. Здесь логотип переливающийся, здесь его параметры, и здесь также некоторые параметры с кодовым названием WT2105. Выпуск модели июль 2021 года, а сейчас у нас начало сентября. Ну и то, что здесь есть логотип Alexa, это значит, что в этих смарт-часах есть встроенный микрофон. И я объясню для чего. Его задача это через эти смарт-часы давать голосовые команды, чтобы сказал, например, погоду, время, напоминание и так далее. Но, к сожалению, работает только с Alexa. Пока. А дальше, возможно, что-то и изменят, или же народные умельцы. Итак, что приходит в комплекте? Инструкция. Она на 10 языках, включая русский. Дальше заглянем в нее. Сами смарт-часы. Сверху наклейка. Снимаем ее. Также дальше рассмотрим. Теперь, извлекая конверт, внутри находится кабель для зарядки с магнитным концом для USB. И здесь у нас ремешок оранжевого цвета. Все ремешки выполнены из силикона. Яркий, красивый. И я люблю такие цвета, прямо радует глаз. Напомню, что есть классический черный и окантовка черная. А если одевать его вот в такой вот красивый яркий цвет ремешка, то будет черный с оранжевым тоже стильно смотреться. Вот сейчас на экране вы видите, какие есть варианты по окрасу, по комплекции, то есть как они будут сочетаться, смотреться, в общем, на любой вкус и цвет. Давайте рассмотрим внешний вид смарт-часов, потом посмотрим магнитную зарядку и посмотрим инструкцию и потом меню. Ну и поговорим, конечно же, о тестах. Во-первых, на первый взгляд ничего нету необычного по сравнению с другой моделью, но всегда есть ложка дегтя. И знаете, я вот не нашел ее здесь. Почему? Потому что, во-первых, самое главное, чтобы они были комфортные, эластичный ремешок, легко съемный механизм здесь присутствует. И, что немаловажно, здесь классическая застежка, она выполнена из сплава алюминия, очень качественная. Ушко здесь прячется, вот так вот. И здесь есть отличный держатель для лишнего ремешка. Подходит на большую руку 100%, просто вот прекрасно. Легко управлять, застегивать. Огромный, много отверстий, и когда лишний ремешок остается, то он здесь фиксируется. И я пользовался ими около 5 дней, я в них спал, купался,
не плавал, но хотел. И они постоянно наблюдали за моим пульсом, измеряли постоянно, мерили и изучали меня. И эту статистику я вам покажу. Основная часть корпуса выполнена из металла. То есть вот бока, кнопка, а вот нижняя часть, она выполнена из хорошего пластика. Верхняя часть это стекло. Стекло закругленное, и видно, что по бокам своего рода как бы 2,5D. Можно с легкостью подобрать пленку. Стекло с защитой, но нету информации какое. И присутствует олеофобка, потому что отпечатки не спешит собирать. А если появились, то с легкостью вытираются. Еще здоровский экран себя ведет, когда на него попадают капли. Так как эта модель полностью защищена от воды, несмотря на то, что здесь есть отверстие, в котором явно за сеткой находится микрофон. Но несмотря на это, без проблем справляется. Капельки воды просто собираются и скатываются. Это первый признак того, что это действительно олеофобное покрытие. Толщина ремешка 22 мм. С легкостью можно подобрать, если вдруг вам не нравится какой-то родной, какие-то с дырками крупными хотите по цвету, вот тогда вы сможете подобрать на сайте AliExpress. Любые подойдут, потому что в этом плане они действительно универсальны. Касательно датчиков, то здесь имеется датчик измерения кислорода в крови и также имеется датчик измерения пульса. Они отличаются. И присутствует датчик определения нахождения на руке. То есть, когда вы их снимаете, то они уже понимают, что они сейчас находятся не на хозяине. Отчетливо видно здесь магнитные контакты. Но во время зарядки, если нажать на кнопку, он показывает, что держите порт зарядки в чистоте. Магнитный кабель имеет достаточную длину. Я вот пользовался вот такой вот, и здесь еще огромный запас. Магнит здесь с контактами хорошо прилипает. Вот так вот, подача справа. Раз, и смарт-часы держатся. Но магнит не настолько крепкий, если делать резкий такой вот рывок, то они просто падают. Но вряд ли кто-то так заряжает. То есть сама суть, чтобы, вот, например, лежит зарядник, я поднес, все, они сами подключились. Еще раз снял, поднес, все. Я знаю точно, что там уже не заглядываю вниз, есть, нет контакт, точно знаю, что контакт пошел. Заряжать вы их будете примерно раз в 10 дней. Это если вы так среднее пользование. Но они могут продержать в автономном экономном режиме больше 20 дней. И действительно, я проверил аккумулятор. Производитель заявил, что аккумулятор емкостью 300 мА. Ребята, вот в точности один в один я проводил тесты. Ну что ж, часы полностью зарядились. На экране у нас показано 100%. И здесь отображается информация 301 мА. Значит, соответствует заявленным характеристикам. Только достигла отметки 100% на дисплее. И показано было на экране, что достигнуто 300 мА. Открыв страницу с русским языком, здесь все для любого новичка будет понятно. Рассмотреть, с какой стороны где что находится. Как правильно подключить смарт-часы и отсканировать, чтобы скачать приложение для работы со смартфоном. Также расписано, что происходит, если вы будете один раз нажимать на кнопку и если нажать и удерживать. Кстати, у кнопки нету прокручивания, как у более дорогих девайсах, чтобы, например, листать меню. Просто одиночное нажатие. Здесь указано, что смарт-часы понимают жесты. Дисплей у нас здесь сочный, яркий, и также советуют, как правильно одевать часы и носить. Интересно, что данные смарт-часы ко мне пришли полностью выключены. Я подумал, что, наверное, они разрядились. Долго держал, наверное, секунд 10 держал кнопку, ничего не происходило. И как только я подключил USB к блоку питания и подключил смарт-часы, то сразу же часы включились и было показано 91%. То есть, если вы при покупке столкнетесь с такой же ситуацией, не переживайте, вы будете знать, что делать. Просто подключите их к заряднику и они включатся. Ну а теперь детальная характеристика, но давайте я ее выведу на экран, чтобы мы с вами могли там рассмотреть. Диагональ экрана 1,69 дюймов. Цветной, емкость аккумулятора 300 мА, напряжение при зарядке 5 вольт 0,2 ампера. Вот время зарядки здесь указано 2,5 часов, но в моем случае составило час 25. Вес продукта 40 грамм с ремешком, версия Bluetooth 5.0 и также обладают защитой в 5 атмосфер. Вот здесь касательно этого,
Класс водонепроницаемости часов составляет 5 атмосфер. То есть это вроде как 5 метров глубина. Однако данная характеристика не является постоянной величиной и может со временем снизиться. Ну, будем говорить так, наверное, с расчетом, что ими пользуются и где-то что-то, удары и так далее, может пострадать герметичность. Часы можно не снимать, принимая прохладный душ и плавая в бассейне или на мелководье. Часы нельзя использовать в сауне и во время подводного плавания с аквалангом. Экран часов не работает под водой, и в случае контакта часов с водой вытрите их мягкой тканью перед использованием, чтобы удалить влагу. Это для того, чтобы они могли корректно работать, потому что когда на них попала влага, они будут ложно срабатывать. Чтобы быстро сменить Watch Face, вам необходимо включить и нажать на экран и некоторое время подержать. После этого вибрирует и переход в режим выбора Watch Face. Каждое действие сопровождается вибро. Вибро очень хорошее. И дальше я вам еще покажу одну особенность в режиме будильника. Кстати, будильник здесь можно настроить прямо на смарт-часах. Давайте выберем вот этот вот дисплей. Обратите внимание, что цвета здесь сочные, и больше того, здесь еще яркость стоит сейчас на единичке. Автояркости здесь нет, но есть функция через приложение, чтобы в вечернее время с указанного времени они сами переключались на пониженный режим яркости. Вот 5 режимов, и дисплей настолько яркий, что даже цвета стали расплываться. А вот на единичке для съемки отлично. Это для того, чтобы в яркую погоду вы очень хорошо видели на дисплее всю информацию. Итак, начнем знакомиться с меню. При включении у нас просто засветился дисплей. Но дисплей можно также включать при поднятии. Есть эта функция, и она выглядит вот так. Если мы делаем свайп снизу вверх, вот горит синий значок. При поднятии они будут сразу же включаться. Работает эта функция идеально, и также настраивается режим выключения через режим «Не беспокоить» в смартфоне. Как только вы включаете режим «Не беспокоить», все. Это значит, что вы не будете получать никаких уведомлений. Кроме специальных уведомлений, например, там выпить воды или скопились там много уведомлений, тоже что-то вам может приходить и напоминать. Еще есть режим поиск телефона и яркость. Вверху показано время, соединение с Bluetooth, что активирована функция «Не беспокоить» и аккумулятор в виде зеленого бочонка, что очень здорово. Изначально, когда вы получаете смарт-часы, конечно же, первое, что вы будете видеть, это английский язык, и что нужно, мол, подключить, отсканировать QR-код и так далее. Но как только вы произвели подключение, а дальше я вам покажу, как это происходило, то тогда у вас полностью смарт-часы становятся на том же языке, что и ваш смартфон. И когда вы заходите уже в меню, вот, пожалуйста, здесь все на вашем родном языке. Данные о здоровье, тренировка, Alexa, записи тренировок, далее. Делаем жест вот такой вот. Кстати, есть более плавное вот так вот управление, а есть вот так вот раз и пошло как каруселька, так сказать. После записи тренировок идет пульс, уровень кислорода в крови. После этого идет стресс. Действительно изучает, где у вас были напряженные какие-то ситуации, видимо, по анализу состояния крови. Тренировка дыхания. Дальше тоже покажу, что это значит. Сон, погода. Музыка, секундомер, будильник, таймер, найти телефон и режим настройки самих смарт-часов. Сканируем QR-код и устанавливаем мобильное приложение. После установки нажимаем «Добавить устройство», выбираем наши смарт-часы. У нас Maimo Watch, не Sapphire, и нажимаем «Разрешить». Сканируется рядом устройства. Смарт-часы должны быть уже включены и активны. Обнаружены. Нажимаем «Подключиться», «Принять». И происходит сопряжение. На смарт-часах должно выскочить вопрос о подключении. Подтверждаем. Готово. Нажимаем «Начать». Сейчас на экране и дисплей засветился на смарт-часах, и у нас сразу выскочило, что доступно обновление. Нажимаем «Скачать файл прошивки». Загрузка произошла быстро. Происходит отправка на устройство, а после произойдет обновление. И после регистрации, если вы установили регион, в котором поддерживается Amazon Alexa, то тогда можно пройти регистрацию и установить. Установка напоминаний. Попросите Amazon Alexa установить будильник, таймер, напоминания о событии и так далее. Поиск информации о погоде, связь с домом, ну и полноценный помощник. Давайте по порядку. Вначале, как только вы засветили дисплей, делаете свайп по виджетам. Это у вас информация калории, шаги и стресс. После этого виджет идет, это
измерение пульса, и сразу пошел работать именно датчик пульса. Это у нас режим тренировок бег на улице. Если нажать 3 точки, то здесь у нас настройка идет по конкретным данным, то есть настройка нашей тренировки, сколько мы хотим пробежать, или сколько сжечь калорий, или за сколько времени. Если перейти дальше, то у нас идет после режима тренировки режим управления Alexa. Но это беда. Вот беда на русскоязычном, на славянском рынке, потому что в нашей стране вроде как вот должны скоро запустить, но пока нет. В наших странах Россия, Украина, русскоговорящие, Казахстан и так далее, то вот нету, потому что когда нажимаешь на пункт Alexa, то идет у нас подключение к Alexa, а потом идет сбой. И что я только не делал. И менял профиль на Америку. И подключил свой профиль на Amazon. И разные функции манипуляции, все разрешения дал. Поигрался я пару часов, и ничего у меня не получилось. Выдает ошибку, то есть он вроде как даже дошло до режима, что я нажимаю, он высвечивает команду, слышит мой голос. На английском языке я даю команду, например, там спросил, сколько времени или какая погода в другой стране, но он пишет, что, извините, не получилось соединиться, попробуйте через 10 минут. После этого виджета у нас идет режим погоды, и все. То есть вот такие вот виджеты. Настраивать их можете тоже через приложение. Давайте теперь о пунктах внутри. Данные о здоровье. То, что вы видели, но там есть пролистать вниз. Вот калории, сколько шагов и вся статистика детальная, и сколько вы прошли. И интересно, что в этих смарт-часах есть возможность определить автоматически ходьбу и бег. Это для того, чтобы, ну, мол, вы там не планировали тренироваться, но пробежались. Например, бежали до автобусной остановки, и смарт-часы это поняли по интенсивности шагов, по сердцебиению, пульсу, и зафиксировали это как вашу тренировку. Одно дело специально включить раз, два, три и пользоваться, а другое дело, чтобы они определили, что вы тренировались и засчитали это как часть вашей тренировки или активной жизни. В режиме тренировка у нас находится 13 режимов, причем среди них есть интересные. Например, бег на улице, беговая дорожка, это понятно, ходьба, дальше велосипед, есть просто велотренажер, есть пеший туризм, есть крикет, есть бассейн, вот эти интересные, есть водоем, то есть плавание на открытом, йога, гребля, эллипсоид и произвольная активность. Каждый из этих режимов настраивается. Но заметил в моем случае, что если вы хотите, например, на велосипеде на улице, то по идее должна быть связь и получать GPS-координаты по скорости и вашему местоположению, отображение по карте. Но у меня не получилось. То есть он все считает, кроме как навигации. И разрешения все даны, все я проверил, но не получается. Напишите, как у вас работает, и возможно это просто выйдет обновление, или же это связано с моей прошивкой MIUI, последней версии 11 Android на Poco X3, и в ближайшем будущем это исправят. Далее идет записи тренировок. Режим пульс, уровень кислорода и стресс. Все они используют вот как раз этот датчик. Когда измеряете пульс, то горит зеленый свет. Когда измеряете кислород, то будет гореть красный светодиод. Вот он сейчас показывает. Правильно, когда делаете замеры, он должен не сильно плотно прилегать, то есть не зажат так конкретно, и нельзя двигаться. Это первое правило. Естественно, что сейчас будет тут все показывать неправильно, потому что, во-первых, я активно сейчас двигаюсь, разговариваю и еще и руку держу на весу, но мы дождемся. Вот он пишет, что, пожалуйста, оденьте часы поплотнее, потому что они не пристегнуты, просто болтаются, и это мешает сделать замер. Я сейчас успокоюсь, остановлюсь и покажу вам свой пульс. Пульс 98, 99, 100, 99 и так вот скакает. И сейчас я запущу на Xiaomi Mi Watch. Пока они там висят. Вот наш пульс. И он, по идее, должен показывать тот же пульс. Но эти смарт-часы гораздо быстрее выходят. 98. Ну, ребят, точно, правда? То есть там видели, да, 98, 99. Вот сейчас вот 102. В реальном времени измерение идет 103, потому что активно разговариваю и двигаюсь, но по точности претензий нет. Если же запускаем измерение уровня кислорода, запускается вот такой вот красный датчик. И у нас идет измерение
именно кислорода. У меня даже Xiaomi Mi Watch не меряют кислород в крови, а здесь идет измерение, нужная функция в наше время. Если бы еще температуру мерили, то вообще здорово. Кстати, у нас на канале, ну, думаю, что на неделе выйдет вот в числах 6, 7 или 8 смарт-часы от бренда Kumi. Я недавно выпускал и знакомил вас. Это бренд, который имеет смарт-часы, модель Kumi 2+, и там есть версия, которая реально меряет температуру под смарт-часами на руке. Уровень кислорода 100%. Ну, это отличный показатель. Вот колеблется 99, 100, 98, 97. Ну, я уже бросил, видите, и он начинает измерять. И интересно, что чем дальше отношу, тем он ярче светит. Как только теряет руку, он просто перестает светить. Ну, по крайней мере, это когда не запущен специальный режим, а когда он просто время от времени запускает этот датчик. И давайте дальше посмотрим. В режиме стресс у нас идет измерение стресса, показано в шкале, и помогает расшифровать это все в настройках вашего мобильного приложения. Тренировка дыхания. Что это значит? Вот смотрите, нажимаем на этот значок, и здесь мы говорим быстрый и 1 минуту тренировка. Не умеете правильно дышать или хотите расслабиться, здесь как раз и говорится: расслабьтесь и сосредоточьтесь. Вдох, выдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. То есть, если бы вам это кто-то говорил, а тут вы смотрите на дисплей, читаете и повторяете. Вам нужно успокоиться? Пожалуйста. Если там выставите медленно и на протяжении 3 минут, то он будет это делать еще медленнее. Вот эти колебания, нарастание, увеличение, уменьшение, он это делает еще плавнее. Вот такая вот для кого-то, может, ненужная функция, а может быть даже и появятся хорошие привычки следить за своим здоровьем. Далее идет режим сна, можно посмотреть статистику. Режим погоды очень интересно показывает. Музыка, это значит, что можно управлять плеером. Секундомер, запускаем его и пошел. Раз, обнулили. Также, если вы во время секундомера хотите выйти, то не получится. Не пускают в главное меню. То есть, если вы в секундомере, значит в секундомере находитесь. Вот запустили, и он продолжает вас об этом информировать. Режим будильника. Здесь можно все настроить. Во-первых, выбираете плюсик и время, когда нужно зазвонить. Выбираем время, ну, например, 1:36. Сейчас у нас 1:34. Ну, 13:34. Нажимаем ОК, подтвердили. Теперь выбираем, в какой день я хочу, чтобы он звенел. Например, ежедневно. Ставлю, и сразу произошли отметки. Возвращаюсь, и просто осталось подтвердить. Но теперь внимание, я сейчас включу, как он будет вибрировать. Причем будильников можно создать несколько. Если он слегка серенький, это неактивное. Чтобы его активировать, нажимаем вот так. Вот, присмотритесь. Раз, и он стал светлее. Значит, он активный. Сейчас сработает будильник, и я вам дам послушать, как он завибрирует. На коробке это будет очень хорошо слышно. Прислушайтесь, что вибрация будет происходить с определенным интервалом. Первые секунды, а потом будет все одинаково. Итак, ждем. Вот теперь он будет постоянно так делать. А поначалу он как-то там еще что-то пытался разговаривать. Вибро очень мощный. Ну, то есть умеренный, нормальный. Не так, что вам руку колотит, да? А так, что вы действительно проснетесь. И что мы видим на экране? Кнопку «Отложить». Через сколько? Он показывает: ну, друг, я тебя через 10 минут разбужу. И это будет повторяться, пока вы не отмените. Чтобы отменить, надо нажать, подержать, а это заставляет тоже проснуться. Ну, конечно, можно любой будильник выключить. И вот видите, он стоит в режиме «меня разбудить окончательно», потому что на экране ничего больше не происходит. Вот только сейчас мы вышли. Дальше в меню находится таймер. Здесь можно сразу выбрать нужный нам. И когда заканчивается время, он тоже вибрирует. Это удобно, когда вы тоже тренируетесь или что-то делаете по работе, или в своей жизни, или даже в развлечениях с друзьями на вечеринках.
Функция «Найти телефон» и режим «Настройка». В настройках тоже цветные ярлычки на черном фоне, циферблат, яркость и «Не беспокоить». Вот, кстати, в этом режиме здесь можно включить и написано «Запланировать включение». Когда мы ставим, то здесь можно вручную выставить временной интервал, чтобы они вас не беспокоили, уведомления и так далее. После этого 24-форматный формат времени. И дальше система. Это у нас перезапуск, выключить и сброс. И сведения. Memo Watch, модель указана, MAC-адрес, версия. Версия, кстати, 38. Интересно, когда вы будете смотреть, то какая версия будет у вас. И, в принципе, все. Теперь про уведомления. Делаем свайп сверху вниз. И у нас здесь расписано вот так вот. Можно понять откуда, правда, значки не пишет, что это за приложение. И знаете, если вы хотите более серьезнее прочитать, то побольше, так сказать, нажимаете, и оно раскрывается. Добрый день, получили возврат, плату на карту, деньги верно. То есть можно прочитать, узнать, когда пришло сообщение, но отвечать нельзя. Если же хотите удалить, то делаете свайп снизу вверх, нажимаете «Очистить», и оно исчезает именно со смарт-часов, не со смартфона. Чтобы у вас корректно отображались все уведомления, вам необходимо, как и предупреждается в самом приложении, перейти в настройки и дать все разрешения. Вот, например, Memo Feed. Нужно дать разрешение. Точно так же и здесь включить все уведомления, от которых вы хотите получать эти уведомления, включая оповещения о звонках, помимо режима уведомления от приложений. Также вам еще не показал, как отображаются уведомления о входящих звонках. Сейчас я совершаю звонок, и сверху указан сам номер, а здесь указано имя звонящего абонента. Что можно сделать? Только отклонить, и все. Когда вы нажимаете «Отклонить», абоненту уходит сообщение, что вы сейчас заняты. Вот и все. Ответить на звонки нельзя, ребята. Давайте теперь представим по поводу поиска смартфона, что у вас стоит беззвучный режим, как у меня сейчас, и вы где-то потеряли смартфон. Теперь вы поднимаете вверх и нажимаете «Поиск вашего телефона». Несмотря на то, что там полностью было включено «Не беспокоить», телефон можно найти, если он к нему подключен. На момент обзора найти смарт-часы от приложения здесь такой возможности я не нашел. То есть я пересмотрел много, целевые параметры, сон и так далее, но ничего здесь этого нет. И как бы я ни хотел, такой функции здесь нет. И чего еще нет у этих смарт-часов? Если так уже подвести итог, то смотрите, у этих смарт-часов, кажется, есть микрофон, и кажется, вот я смогу ответить на звонок, но нет. То есть этот микрофон не передает ваш голос собеседнику, потому что у них нету динамика. Например, у Xiaomi Mi Watch вот здесь вот динамик сбоку находится, вот он, а здесь микрофон. И все, и ведешь себе спокойно беседу. Здесь только микрофон для голосовых команд, поэтому ну как-то вот вроде бы направили правильно курс, но динамик не поставили, значит переговоры нельзя. Ну и цена у них 39. Вот, кстати, напоминание, не забывайте пить воду, это установлено. И вы знаете, реально, я 5 дней ходил, я работаю, и тут мне вибрирует, я смотрю, конечно же, что же это такое, а оказывается, попить воду надо. И я сижу, я точно хочу пить воды, встаю, иду, пью воду, возвращаюсь и продолжаю работу. Спустя некоторое время он опять выскакивает, это мне напоминание выводит на дисплей. Но я не настраивал интервал времени, он сам как-то определяет и напоминает. Напоминает о том, что подвигался. И благодаря этому можно, по сути, вести активный образ жизни, особенно если засел и сидишь за компьютером, за игрой, за работой и так далее. Запустить, кстати, режим тренировки со смартфона такой возможности нету. То есть, если вы выбрали режим тренировки и хотите отсюда что-то запустить, то такой функции тоже здесь нет. Нужно только со смартфона. Хотя я привык, что можно запускать, и вы тогда более активно следите. Но пока меня еще не допилили. Плюс я заметил, что подлагивает интерфейс. Вот, например, посмотрите, как он выскакивает. И вам это не кажется странным, как-то он так вот западает, выпадает. Но он еще такой сыроватый интерфейс. И это говорит о том, что еще идет доработка. Интересно, что есть пункт мониторинг артериального
то есть артериального давления, но как такового он не показывает. Повышенное, пониженное, он просто измеряет и показывает ваше давление в течение дня, возможно, на основе аналитики от получения данных о крови, вашего веса, плюс кислород и так далее. То есть как бы нету пункта измерить давление, но датчик ЧСС, он отчетливо проверяет, анализирует и показывает вам в итоге вашу информацию в общей статистике. Также у этих смарт-часов нету режима управления музыкой, когда у вас что-то запущено. Вот, например, сейчас YouTube включен или можно включить YouTube Music, ничего не будет отображаться на дисплее, как это хотелось бы и есть у других моделей. То есть запускаем, ничего. И где бы я ни делал какие-то свайпы, ничего нет. Только когда мы запускаем меню, открываем раздел «Музыка», и только сейчас я могу управлять этим девайсом. Пауза. Снял с паузы. Он продолжил играть. Добавляю громкости. Вот тут есть. Или же переключаю на другие треки. Но зато этот режим хорошо работает в режиме тренировки. Например, я сейчас зайду, выберу тренировку. Вот бег на улице. Запускаем. И здесь еще, кстати, есть режим, чтобы бегать с собой, так сказать, режим соперника, либо с заданными параметрами, и только после этого запускаем. И вот здесь есть этот режим управления музыкальным плеером. То есть вы можете сменить на смартфоне музыкальный трек, следующий трек, и он переключается, назад вернуться, и вы продолжаете слушать на паузу, или же вот раз, и здесь режим тренировки. Также режим погода очень хорошо отображает крупными такими значениями и не только на сегодняшний день, но и на другой день. И вот расписано все в погодных условиях. Довольно неплохо все подгружается. Еще у этих смарт-часов отсутствует блокировка экрана. На первый взгляд кажется, что да что там, мелочь. Но на самом деле часто сталкивался, когда они были одеты на руке. И вот так вот, когда слаживаете руки, с сенсором касаетесь, они включаются, и даже успеваю выбрать активацию при смене watch face. То есть понимаете, что они как-то реагируют, я слышу вибрацию, и это отвлекает. Ночью каких-то инцидентов по касанию у меня не было, но замечал, что именно вот когда такие вот движения естественные для меня, то активация экрана происходила. И больше того, я входил в внутреннее меню для управления, просто касаясь об тело. Давайте теперь познакомимся с режимом сна. Например, начал я активно ими пользоваться 27 августа, и они начали следить и даже определять время пробуждения. Определяют точно 8:25 и сколько глубокий сон, поверхностный сон и в состоянии бодрствования. Следующий день, это у нас уже 28 августа, 90 баллов хорошее качество сна, 7:26. Также очень много просыпался, проблемный был у меня, будем так говорить, сон, и очень много пробуждений, и показано даже по времени, сколько длился в состоянии бодрствования. Точно такая же ситуация и за слежением за моим пульсом. Вот 27-го старт был около 10 утра, и пошла проверочка по моему круглосуточному наблюдению. Видно, когда были какие-то стрессы. Вот он все это отображал, показывал, и сколько был максимальный, даже пиковый и так далее. Если перейти в режим стресс, то в умеренной нагрузке высокая нагрузка, низкая нагрузка и слабая. То есть видно, что он определяет ваш темп, какая была нагрузка и интенсивность вашей тренировки, или же просто, когда вы в жизни что-то активно делаете, он это также определяет. Ведется также запись по измерению кислорода вручную, или же можно настроить, чтобы производилось в режиме автоматически. Зайдя в режим тренировок, здесь можно увидеть, что был бег на улице, я проверял, и дальше вы его увидите, а также езда на велосипеде, но при этом он фиксирует 0 километров, а все потому, что не было соединения по GPS. Как бы я ни пытался, он все равно показывает, что я проехал, мол, мало, или нет записи маршрута. Причину я до сих пор так и не выяснил, поэтому либо это у меня какой-то баг, либо синхронизация с GPS нет разрешений, хотя я все проверил, они здесь действительно были. В общем, вот такая вот ситуация. Итак, запущен у нас слежка за бегом, и я начинаю считать шаги. Я, просчитав шаги, должен увидеть примерное расхождение, да, если так выразиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9100. 101. В этом тесте было показано 104 шага. И отображается информация по моему темпу сожженных калорий, мой каденс, средняя длина шага и так далее. Какой был пульс, и это помогает действительно следить за тренировкой. Печально, что пока я таки не смог настроить, чтобы отображался маршрут через GPS. Мои впечатления, качественный материал, качественная сборка, металлическая окантовка, холодящий эффект такой, кнопка, дополнительный ремешок. Кстати, вот сейчас мы его тоже оденем, и эти кадры тоже будут в нашем заключительном видео. И есть вроде бы микрофон, можно давать голосовые команды, но, к сожалению, только через Alexa и в других странах. Если у кого-то получилось настроить, то дайте четкую инструкцию, пожалуйста, буду благодарен. Эти смарт-часы доступны по хорошей цене, много функционала нужного, это измерение кислорода, измерение пульса и хорошая автономность, около 9-10 дней при активном использовании, круглосуточное наблюдение за вашим сном. Рабочее приложение, но многих функций еще нет, будем надеяться, что это с легкостью восстановить компании, возможно, они не успели это сделать, потому что только запустили в середине лета. Но рады, что уже часы у нас были на обзоре, и рад, что я мог поделиться с вами. Ссылки есть в описании. Не забудьте про промокод, если он еще активен с 6 по 9 сентября. И буду рад и дальше рассказывать вам про другие модели. Вот, например, та моделька Kumi Q2+. У нас есть обзор на Amazfit Bip U. Вот здесь в подсказках. И, конечно же, Mi Watch от Xiaomi. Вот они. Тоже смотрите здесь. Вот эти все ролики. Переходите, смотрите. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Пока.